Всем привет, меня зовут Максим, добро пожаловать на мой канал. Хотел показать вам классную локацию, но пока я ехал, погода очень сильно испортилась, поднялся просто ураганный ветер. Вот посмотрите, что происходит за окном. Поэтому я не буду рисковать и начнем. Данное видео относится к рубрике «Сколько можно зарабатывать на мусоре». Ранее я снимал видео «Сколько можно заработать на сдаче картона и пластика». Если интересно, ссылку оставлю в описании. Сегодня мы затронем тему батареек. Я забегу немного вперед и скажу, что в России, к сожалению, сдать батарейки за деньги не представляется возможным. Но есть еще один очень интересный вариант, что можно сделать с использованными батарейками. Для начала давайте разберемся, почему важно сдавать батарейки на переработку, а не просто выкидывать их в мусор. Обещаю, это займет совсем немного времени, буквально 1 минуту. Попадая в мусорное ведро, у батарейки есть два пути: попасть на мусоросжигательный завод или просто на свалку. Оба эти варианты губительны для нас. В первом варианте все вредные вещества, находящиеся в батарейке, о них мы поговорим позже, попадают в воздух, а далее и в организм человека. В втором случае под влиянием дождя, снега, ветра начинается процесс коррозии. В результате защитная оболочка батарейки разрушается, и внутреннее содержимое попадает в почву, грунтовые воды и далее опять же в живые организмы. Задумайтесь, всего одна пальчиковая батарейка может загрязнить минимум 20 квадратных метров или около 400 литров воды. Содержимое батарейки крайне опасно. В ней содержится кадмий, ртуть, свинец, никель, цинк, кобальт. Эти вещества, попавшие в грунтовые воды, не все очистные сооружения могут очистить, и в результате они попадают в организм человека. Попав в землю, они накапливаются в овощах, растениях, которые идут в пищу человеку или животным. Например, кадмий очень токсичен, оседает в почках, печени, щитовидной железе, постепенно поражая эти органы, развивая онкологию у нас и у будущих поколений. Ртуть вызывает острое отравление. Свинец негативно влияет на репродуктивные функции. Другие вещества накапливаются в организме человека, приводят к хроническим заболеваниям. Поэтому очень важно сдавать батарейки на переработку. Итак, мне удалось накопить вот такой вот большой, довольно увесистый мешок с батарейками. Сразу скажу, что это было весьма непросто. Хорошо, что у моего сына очень много игрушек на батарейках. Помимо игрушек есть куча других устройств, которые работают при помощи батареек. Итак, что же можно сделать со старыми батарейками? В интернете есть очень много компаний, которые проводят разного рода экологические акции, связанные с приемом батареек. Некоторые дают дополнительную скидку на свои товары либо услуги, а некоторые могут подарить вам что-нибудь приятное в обмен на старые батарейки. К примеру, кафе, книги и кофе за определенное количество батареек с удовольствием угостят вас чашечкой ароматного кофе. Например, есть сауна, которая называется «Времена года». Ее владелец сам занимается переработкой мусора, и при посещении этой сауны за некоторое количество батареек вы получите дополнительные ништячки от владельца этой сауны. А если на ресепшене покажете, что подписаны на мой канал, и скажете кодовое слово «батарейка», вам дополнительно сделают скидку или предоставят небольшой подарок от заведения.
Ссылку на кафе и сауну я оставлю в описании к этому видео, так что переходите, пользуйтесь на здоровье. Давайте продолжим на свежем воздухе. Помимо вот таких вот акций в интернете, есть куча разных экологических ярмарок, где вы можете обменять старые батарейки на какие-либо товары, либо получить дополнительную скидку, тем самым сэкономив существенную сумму. Ну а если у вас по какой-либо причине нет возможности либо желания воспользоваться данного рода акциями, то сдать батарейки в переработку сейчас можно много. Все же пришлось вернуться в машину. Если у вас, например, нет возможности воспользоваться данными акциями или просто нет времени, то в любом случае не выбрасывайте батарейки в мусор, а сдавайте их на переработку. Сейчас это можно сделать практически в любом крупном магазине. Например, Ikea, Вкусвилл, Лента, М-Видео и так далее. Главное, помните то, что неутилизированные батарейки наносят большой вред природе, о чем я говорил в начале видео. Дорогие друзья, напишите ваши мысли об этом в комментариях, а также, может быть, вы знаете какие-то дополнительные способы, куда можно деть использованные батарейки. Кидайте в комментарии ссылки на те или иные акции, я думаю, это будет для всех полезно. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было интересно и полезно для вас. Если это так, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.